Привет, народ! С вами снова я, Айбек Касымов, на канале Биогаз Узбекистан. Друзья, за мной стоит 150-кубовая биогаз-установка в городе Бекабаде, Ташкентская область. Сейчас я вам хочу сделать небольшой обзорчик. Плюс еще есть такое, биогаз-установка в данный момент не работает, потому что нужен человек, который будет управлять им. Есть какие причины, хочу вам показать ошибки и вообще как строится большая биогаз-установка. Друзья, вот, каждая бочка имеет по 30 тонн, в общем числе 6 установок, по 30 тонн, это будет 150, нет, по 25 тонн, оказывается, извиняюсь, по 25 тонн каждая бочка. С той стороны она утепленная резиной. Что в этой бочке сейчас есть? Давайте начнем с электрика. Тут используют 380 вольт, используются компрессоры, используются датчики для манометров. Вот тут вот управление датчиками. Это все уже как... Я в эту ферму проходил 8 лет тому назад. Датчики используются вот манометры, чтобы в манометрах автоматически газ выгружался, что используется электротехнология. Давайте начнем обзор с этого угла. Что тут у нас в угле есть, для чего вообще, что такое. Вот, например, тут находится два фильтра. Это первый фильтр. Вот этот длинный, как видите. Второй фильтр. Первый фильтр это водяной фильтр, то есть в нем находится вода или сероводородный фильтр. Или же известковая вода в нем находится. Но мы используем обычную эту воду. Водяной фильтр, газ проводится, пробулькивается и сверху уже выходит на второй фильтр. Вот это, друзья, уже второй фильтр. Видите, крышка откручивается. Сейчас, скорее, откручивать не могу. Крышка, в этом фильтре находится стружка. То есть металлическая стружка. Каждый месяц или полтора месяца вот эта стружка, она все исчезает. То есть биогаз, в ней находится сероводород, вроде бы газ, который вот расщепляет вот этот весь металл. И, короче, стружка превращается в обычную золу. Ее убирается и новая загрузка делается. После нее, ранее тут где-то стоял компрессор, скорее вот тут он стоял, вот. Вот тут стоял компрессор, через компрессор уже загружался в газгольдер. Газгольдер, друзья, находится на улице. Вон, видите, большой газгольдер, примерно 60 тонн, загружается в газгольдер. Далее, тут у нас стоит обычная электропечь. Электропечь, она использовалась, чтобы отапливать каждую биогазустановку. То есть она и электрическая, и газовая работала. Вот. Потом они убрали эту печь, поставили вот эту печку. Не знаю почему, вроде бы она мощности не хватило, что ли. Вот поставили вот эту масляную, видите, она вся в масле. Вот даже в масле, видите. Ставили масляную печку, заливали маслом, плюс ее электричеством. Вот. Кабеля, видите, 380. То есть и какой-то частью вот тут вот отсюда газом. Вначале, чтобы запустить установку, используется электричество, отапливается электричество, а после того, как установка уже будет работать, в нормальном объеме тоже используется примерно 10-20% от биогаза сюда. Ну вот, вон, как бы самотеком они делали это все. Видно, что оно все уменьшается самотеком. Отопление работает самотеком, отопление работает в каждом беспрерывно, потому что каждая температура должна быть 38 градусов. Вот, например, вот тут вот, друзья, ранее стояли электрические эти. Вот эта штука называется термометр. Вот тут штука термометр был. Короче, так как установка не работала, термометры тоже куда-то исчезли, не знаю. Ну, короче, электрические термометры показывали температуру. Второе в нашей участке, вот давайте я объясню. Вот это загрузка. То есть загружалась она с помощью насоса. Загружается, нижняя часть это выгрузка. Эта труба примерно до середины дошла. Эта труба находится до конца. То есть в конце емкости, там 10-20 сантиметров оставляется, она выгружает, а это загружается. Далее у нас отопление. Вот эти два отопления. Вот она сверху идет, видите? А это уже нижнее отопление идет, назад туда. После отопления у нас находится вот это уже выгрузка метана. Вот видите, даже она сверху берется,
Тут манометр, чтобы измерять давление газа, чтобы, когда давление появлялось, чтобы она выгружала автоматически, компрессор работал. Далее отпускается и уже тоже идет. Как я и говорил, или тут, или снаружи стоял компрессор, с помощью компрессора это все загружалось в газгольдер. После, вот эта труба, это обычный шланг, в этом шланге это измерительная труба, измеряли количество воды. Но она уже, видите, как поржавела давно, она уже, наверное, 5 лет она не работала. Измеряли количество уровня жидкости, по этому уровню они как бы загружали ее. Второе, вот эта штука называется барбитация. Про барбитацию я очень много, очень долго говорил. Я вам советую, вот, барбитация это вообще классная штука. С помощью барбитации смешивать навоз. Очень многие люди берут, ставят ручные эти такие, вот сюда ставят там подшипники ручные, стараются делать ручные эти мешалки. Это очень тяжело, но самый лучший способ это просто барбитацию включайте и все. Вот. Это очень тупая, удобная установка. Вот. Включайте там на 10 секунд. Включили, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. По газам пробулькали в это все. Она смешивается вот в этом темпе. Ну, как в чайнике смешивается, вот точно так же она смешивается. И все. Друзья, установка очень-очень хорошая, классная установка была построена, но по каким-то причинам тут не было профессионала человека, который будет использовать эту установку. Установка давала в день примерно от 200 до 300 кубов газа в сутки. Думаю, это был нормальный объем, но так как не было специалиста работать, вот установка перестала работать. Вон газгольдер. Друзья, с вами был я, Айбек Касымов. Биогазовая установка на канале Биогаз Узбекистан. Постарался максимально сделать вам обзор установки, хотя она не работает, но если есть какой-то хороший специалист, она будет 100% работать, идеально будет работать, потому что утепленная, на все качества гарантии она дает точно. С вами был я, Айбек Касымов. Пишите комментарии, какие установки, какие у вас вопросы есть по биогазовым установкам. Я специально для вас сделаю видео, буду очень рад вашим лайкам и вашим комментариям. Ваши комментарии и ваши лайки, они дают более возможность, чтобы это видео вышло в рекомендации. А чем больше у нас просмотров на канале, тем больше подписчиков. А тем больше подписчиков, ну, в каком-то миле с монетизацией мы имеем какой-то небольшой доход. А этот доход наш мотивирует. И сделать, чтобы больше видео для вас. Спасибо. Пишите комментарии. Хотя бы напишите спасибо и все. Мы будем рады.